Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Василий Шевчук, и я приветствую вас на моем канале. Желаю всем крепкого здоровичка, огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребят, я сделал серию видео по скриптам, по разгону системы. И сегодня это 4-е видео. И мы рассмотрим еще несколько скриптов, которые помогут нам в стоковой системе разогнать прошивку. И это сегодня речь пойдет вот об этом боксе, как вы видите, X98 Pro X3. Вот на этом боксе у меня сейчас установлена стоковая прошивка. И давайте зайдем. Вот я беру фляй-пульт на рабочий стол, на главный лаунчер, и такой главный лаунчер вы получаете. И тут я уже установил несколько программ, но нас сегодня интересуют некоторые скрипты. В прошлых видео, как вы помните, мы сделали папку init, и в эту папку мы вложили скрипт, который нам создает файл для проверки, что наша папка init срабатывает. Если кто-то хочет понять, как это все делается, можете посмотреть прошлое видео. И вверху будет подсказка на плейлист о этих скриптах и как создавать эту папку. Сегодня я сейчас беру управление мышкой. Как мы видим, это у нас стоковая прошивка, и мы сегодня поговорим вот об этих 3 скриптах. Первый скрипт — это у нас Immersive Mode. Immersive Mode — это скрипт, который убирает нам статус-бар. То есть программы, которые не убирают автоматически статус-бар. Мы это можем сделать скриптом. При загрузке системы у нас вот срабатывает вот этот скрипт. Давайте мы его сейчас раскроем в текстовом редакторе. Как это сделать? Нажимаем на скрипт 3 секунды и выходит меню. Меню мы делаем открыть в редактирование. И что мы здесь видим? Мы видим у нас Remote Status Bar. Это верхний статус бар. Remote Navigation Status Bar — это нижний статус бар. И Remote Full Immersion, то есть убирание всех 2 статус баров. И вот тут у нас есть строка Disable, то есть обратно вернуть все статус бары. Сейчас у меня включен вот здесь скрипт Disable, и я сейчас его закрываю. То есть я создаю вот эту строку и ставлю хэш-символ, чтобы у меня не возвращался все статус-бары. То есть я могу запустить этот скрипт, скрыть один верхний статус-бар или один нижний статус-бар, или полностью 2. Давайте мы скроем, допустим, полностью 2. И это у нас 3-я строка. Мы уберем отсюда хэш-символ. Что такое хэш-символ? Это вот такой символ, который нам закрывает строку, то есть она не рабочая.
Это программный символ, который не дает срабатыванию этой строки. Сейчас я раз, два, три, в третьей строке убрал хэш-символ. И, естественно, я сохраняю этот файл. Вот здесь можно нажать на иконку сохранения или нажать на 3 точки и взять параметр «Сохранить и выйти». Я сейчас взял «Сохранить и выйти». Естественно, у нас система сделала баг-файл. Этот баг-файл создает сама программа Root Explorer. Этот файл можно удалить. Он нам, в принципе, не нужен. Сейчас мы можем этот скрипт запустить. Как мы этот скрипт можем запустить? Как вы помните, у нас в папке bin мы прописывали в файле preinstall /файл, который запускается в системе. При запуске всей системы этот скрипт срабатывает. Сейчас мы можем перезапустить систему или же нажать на этот файл preinstall, один клик, и у нас выходит меню. Меню, которое нам говорит просмотреть этот файл, отменить или выполнить. Давайте мы сейчас просмотрим этот файл. И я еще раз возвращаюсь. Как вы помните, вот этот блок, который мы запустили, скрипты, которые в систему можно вложить в папке system etc init. Вот этот скрипт, который нам создает папку init в корневом каталоге. То есть в самом корне, в самом системе будет создана эта папка. После этого нам надо запустить эту папку и скрипты, которые у нас лежат в этой папке. И мы, естественно, добавили еще один блок. Рассмотрев этот файл, давайте мы сейчас запустим и посмотрим, что у нас будет с статус-барами. Нажимаем и еще раз нажимаем кнопку «Выполнить». И у нас пошло срабатывание скрипта preinstall и также скрипты, которые вложены в саму систему. И как мы видим, у нас статус-бары пропали. То есть сейчас они автоматически будут появляться, если мы подтянем мышку к нижнему краю или к верхнему краю, у нас появляются статус-бары. То есть те программы, которые не убирают этот статус-бар, мы системно убрали. Они нам теперь не мешают. И программы, которые, вот допустим, YouTube, который не раскрывается на полный экран, то есть остаются полосы, вот этот скрипт очень хорошо помогает. И как мы видим, у нас здесь сработали скрипты, которые очищают систему. Это вы можете посмотреть предыдущее видео, я об этом скрипте говорил. Далее, давайте зайдем еще раз в папку init. Папка init, как вы видите, находится у нас SD card, то есть в корневом каталоге. Сейчас давайте рассмотрим вот этот скрипт, и этот скрипт очень важен для тех, читайте, reinstall ETH. ETH это подключение LAN Ethernet подключения. То есть, давайте мы его рассмотрим ближе. Нажимаем на него 3 секунды. И выбираем 3 точки. Редактировать в текстовом редакторе. Что он нам говорит? Этот скрипт
InConfig ETH0, то есть наше LAN Ethernet соединение. Оно считается в системе у нас как ETH0. Когда оно отключается, down, up, sleep 500 миллисекунд, поднимай его обратно. InConfig, подключение up. То есть после того, как наша коробочка вышла из сна, то есть есть положение входа нашей коробочки в сон. Если мы возьмем оригинальный пульт и нажмем быстрое нажатие на кнопку Power, наша система засыпает. Устанавливается это, естественно, в самой системе. И наше подключение LAN Ethernet возвращается через 500 миллисекунд. Как это проверить? Это можно проверить только перезапустив систему или вогнав систему в сон. Но сейчас мы это делать не будем. Давайте рассмотрим третий скрипт. И третий скрипт у нас называется SetTimeControl. Что такое SetTimeControl? SetTimeControl, давайте мы сейчас выйдем с Root Explorer и зайдем в настройки. В настройках у нас есть настройки устройства, у нас есть дата и время. По умолчанию вот здесь выключено. Сейчас, как вы видели, было включено. По умолчанию часовой пояс 24 у нас выключен. Также можно в этом скрипте прописать, какая тайм-зоны. Все остальное. У нас по умолчанию вот эта птичка выключена. Давайте мы сейчас вернемся на этот скрипт. Так как я запускал общие скрипты, и этот скрипт у меня лежит в папке init, который запускается уже системой, естественно, у меня включился таймзона 24. Давайте посмотрим на этот скрипт. Нажмем на него 3 секунды. Как вы видите, в этой системе, если я нажимаю, это стоковая система, еще раз напоминаю, X98 Pro X3. Здесь не показывает этот скрипт, надо нажать 3 секунды и в меню выбрать редактирование. И что мы здесь видим? Мы здесь видим, что у нас Setting Put System Time Zone с 12.24 перевести в 24. И также у нас здесь есть, как будет прописана дата, время в системе. Как вы видите, дата, формат в системе я тоже здесь прописал. Это можно прописывать, можно не прописывать, выбор за вами. Но тайм-зоны лучше прописать, да, скриптом, чтобы у нас автоматически переводилось 24-часовой пояс. Давайте мы сейчас выйдем и посмотрим еще раз на системные настройки тайм-зоны. Как мы видим, у нас выключено 24-часовой пояс выключен. Давайте мы сейчас зайдем обратно на Root Explorer и папку bin запустим наш, естественно, скрипт pre-install, который запускается при входе в систему. Нажимаем один раз на файл pre-install
и нажимаем «Выполнить». Сейчас выполняется наш файл. Ребята, еще раз обращаюсь к своим подписчикам. Спасибо за лайки, спасибо за поддержку канала. И те пользователи, которые только подписались, обязательно нажимаете колокольчик. Выбираем опцию «Все видео», чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Как мы видим, наш скрипт сработал. И сейчас давайте еще раз мы выйдем и посмотрим на Set Time Control. Зайдем в настройки, дата, и как мы видим, у нас автоматически включился 24-часовой пояс. Все работало. Вот такие скрипты. Эти скрипты я в описании выложу сами скрипты, то есть описание этих скриптов будет под видео в описании. Вот такое небольшое короткое видео. Ребят, пишите, комментируйте, если есть какие-то вопросы. Все в описании, я всем отвечаю, по возможности, что знаю, могу, отвечаю. Всем крепкого здоровичка, будьте здоровы, до свидания, до следующего видео.